Мы живем в обществе. А общество всегда, издревле и сейчас, это люди разные. Люди, которые желают нам добра, люди, которые улыбаются нам в лицо, но в спину нам шлют проклятия. Люди, которые нам завидуют. Никто не знает, чего стоит подняться в этой жизни, добиться чего-либо. Однако они не видят закулисье нашего успеха. Им важен результат. И приходит момент, когда мы вбираем в себя и на свою энергию постоянные взгляды косые, постоянную ненависть к нам, зависть, желание чего-то скверного в нашу сторону. И эта злая, темная энергия собирается вокруг нас и начинает давить и душить нас. Лишает покоя, сна. Мы быстро устаем. У нас закрываются дела, которые должны были решиться вот-вот. Ведь отрицательная энергия, злая энергия, она способна закрыть дороги человека. Все, что происходит, происходит в ментальном плане, в тонком плане. Мы не видим, как эта злая энергия с нами ходит рядом. Однако люди, которые рядом с нами, на подсознательном уровне начинают держаться от нас подальше. Словно мы приносим несчастье. И это действительно становится каким-то источником несчастья. Мы становимся магнитом для бед. Наши партнеры начинают от нас отворачиваться, поскольку после того, как они связались с нами, у них дела пошли не в гору, а наоборот. И они это связывают с вами, потому что у них тоже есть сила рода, у них тоже есть подсознание, у них тоже есть внутренняя энергия, у них тоже есть свои хранители, которые им на уровне мысли подсказывают, оберегает от нашей отрицательной энергии, которую мы вобрали в себя. Люди отворачиваются, сделки срываются, дома начинается хаос. Более того, кошки, собаки начинают заболевать, потому что эта отрицательная энергия, она все время с нами рядом. Выпивает наши силы. Что такое отрицательная энергия? Это как красная тряпка для быка. На эту отрицательную энергию слетаются различного рода сущности, вампиры, лярвы, бродячие духи, неупокоенные мертвые. Они приходят на эту энергию, они этим кормятся. И если бы возможно было как-то это отсканировать и показать вас в этом состоянии, вы бы увидели, как будто бы на вас миллионы комаров, которые выпивают вашу кровь. Вот так и происходит. Вы это не видите, но вы встаете уставшая, словно вас били всю ночь. У вас нет желания жить, у вас нет радости, вас ничего не радует, ничего не удивляет. Вы стареете раньше времени, много чего еще. И поэтому лучше взять несколько чисток, провести в комплексе. Иногда одна чистка уже дает силу, потому что не так легко перейти через себя, перешагнуть эту грань и взяться за себя. Иногда эта отрицательная злая энергия просто давит, душит сверху и лишает воли и желания менять что-либо, поскольку вы становитесь кормом для этих сущностей. Вот вам еще одна чистка, которая снимет невезение. Как только вам станет легче, не останавливайтесь, тут же продолжайте проводить, желательно 6 ночей кряду, когда солнце садится.
Потом, конечно, можете и другие чистки, а потом призывать удачу. И таким образом за короткое время приведете в порядок свою жизнь. Вам нужно зажечь свечу. Здесь источник огня важен. Неважно, какая свеча, восковая, какого цвета. Но желательно, конечно, старайтесь либо обыкновенную белую свечу, то есть восковую свечу, или черную свечу. Здесь не нужны пестрые цвета. Зажигайте свечу, ставите перед свечой емкость с водой, бокал, предположим, чашу. Начитывайте 6 раз. Забирайте эту воду. Свеча должна догореть. Поэтому, конечно, возьмите маленькую восковую, которая быстро догорит. Берете свечу, то есть оставляете свечу на столе, берете эту воду, уносите в ванную, где вам удобно. Слегка протирайте этой водой лицо, потом черпайте оттуда, немножко протрите руки, как бы моете. Потом зайдите в ванну или в душевую, или на улице, если у вас есть возможность. Лейте остальную воду на ноги. Проведите 6 ночей кряду желательно. Тогда будет эффект намного сильнее. Мгновенно у вас откроются глаза. Вернется сила жизни. Как будто бы кто-то снял, прям содрал с вас эту вторую шкуру, которую на вас надели. Поскольку вот эти все желания, зависть, посылы злые, сглаз, все что угодно, все это накапливается и становится как корочка. Вы смогли бы подышать, если бы на вас надели, например, мусорный пакет? Наверное, нет. Вот это то же самое, только в плане энергетическом, ментальном. На ваш вот этот кокон энергетический, на ваше поле, сверху надето нечто громоздкое, страшное, тяжелое, и вы это тащите на себе. Естественно, там не проветривается, вам нечем дышать. Вы начинаете чахнуть и болеть внутри вот этой гадости. Вы это не видите, потому что это в невидимом плане, это в тонком плане происходит. Но если перенести это на физический план, вот примерно то же самое. В этом коконе вы задыхаетесь. Сдирает этот кокон, вот подобного рода работа, и освобождает вас. И тогда вы начинаете полноценно дышать и жить. Итак, свеча догорает, это просто можно выкинуть. Вот эта вода. Если вы один день у вас получилось сделать, и вы решили, что пока еще больше не нужно, замечательно. В любом случае, в течение 3 дней, когда вы уже завершили этап, если вы 6 ночей делаете, значит, проводите 6 ночей, конечно, свечи всегда разные. После 6 ночей на следующий день уносите 6 монет, оставляйте под дерево со словами «откупаюсь» и уходите. Если сделали 1 раз, 2 раз не получилось, в любом случае в течение 3 дней оставьте откуп под деревом. И, не оглядываясь, уходите. Не забывайте о себе. Не забывайте убирать, чистить. Будьте всегда начеку, будьте бдительны. Не берите на себя слишком много. Не думайте, что вы справитесь сами. Силы любят, когда к ним обращаются. Им это не в тягость. Они берут определенную энергию, взамен дают вам избавление. Но если вы долгое время, чрезмерно будучи уверены в своей силе и неуязвимости, ничего не делаете, то вы сталкиваетесь со страшной реальностью. Люди, которые не верили ни в Бога, ни в черта, ни во что, и считали, что это все ерунда, эти все порчи и прочее, в какой-то момент жизни понимали, что это не случайность. И никакой ерунды там нет. И это существует.
и сами приходили и искали помощь, чтобы спастись. Даже такие абсолютные атеисты, абсолютно неверующие ни во что люди в какой-то момент понимали, что не может быть, чтобы из ничего просто так вся жизнь пошла кувырком. Итак, заговор. Снимаю с себя, доскидываю неудачи и безысходность. Горемыку горемычную. Река к морю стремись. Рыба в океан плывы. Дерево корнями в матушку землю уйди. Птица в небо лети. Зверь в лес свой беги. А ты, метка черная, маята проклятущая, горемыка горемычная, сгинь в тартарары. Птицам тебя клевать, зверям тебя рвать. Заклинаю. Да будет так. Снимаю с себя, доскидываю неудачи и безысходность. Горемыку горемычную. Река к морю стремись. Рыба в океан плывы. Дерево корнями в матушку землю уйди. Птица в небо лети. Зверь в лес свой беги. А ты, метка черная, маята проклятущая, горемыка горемычная, сгинь в тартарары. Птицам тебя клевать, зверям тебя рвать. Заклинаю. Да будет так. Снимаю с себя, доскидываю неудачи и безысходность. Горемыку горемычную. Река к морю стремись. Рыба в океан плывы. Дерево корнями в матушку землю уйди. Птица в небо лети. Зверь в лес свой беги. А ты, метка черная, маята проклятущая, горемыка горемычная, сгинь в тартарары. Птицам тебя клевать, зверям тебя рвать. Заклинаю. Да будет так. Снимаю с себя, доскидываю неудачи и безысходность. Горемыку горемычную. Река к морю стремись. Рыба в океан плывы. Дерево корнями в матушку землю уйди. Птица в небо лети. Зверь в лес свой беги. А ты, метка черная, маята проклятущая, горемыка горемычная, сгинь в тартарары. Птицам тебя клевать, зверям тебя рвать. Заклинаю. Да будет так. Снимаю с себя, доскидываю неудачи и безысходность. Горемыку горемычную. Река к морю стремись. Рыба в океан плывы. Дерево корнями в матушку землю уйди. Птица в небо лети. Зверь в лес свой беги. А ты, метка черная, маята проклятущая, горемыка горемычная, сгинь в тартарары. Птицам тебя клевать, зверям тебя рвать. Заклинаю. Да будет так. Снимаю с себя, доскидываю неудачи и безысходность. Горемыку горемычную. Река к морю стремись. Рыба в океан плывы. Дерево корнями в матушку землю уйди. Птица в небо лети. Зверь в лес свой беги. А ты, метка черная, маята проклятущая, горемыка горемычная, сгинь в тартарары. Птицам тебя клевать, зверям тебя рвать. Заклинаю. Да будет так.